Игры, которые меняют все. Игры, которые берут уже известные механики и возводят их в превосходную форму. Игры, создающие оригинальные и необычные миры, запоминающихся персонажей и сюжет, сотканный из философских тем. Экспедиция 33 — это игра не про экспедицию, которой суждено спасти человечество. Это история о том, как скорбь может стать причиной побега от реальности и создания своей собственной, альтернативной. История о том, как одна трагедия может положить начало целой череде разрушений. Экспедиция 33 — это словно вальс в лепестках роз под красивую музыку на поле битвы, усыпанном телами. Это гениально написанный сценарий, который заставил меня пустить слезу уже на 15-й минуте игры. Это гениально написанный сценарий, который обманул меня, заставив пойти по ложному пути. Ведь к концу игры все оказалось не тем, чем казалось в начале. Концовка перевернула с ног на голову все мое предыдущее понимание правил этого мира. И именно это для меня является одним из основных атрибутов хорошего сюжета, качественного и не шаблонного. Но что помимо этого является подобным атрибутом? Конечно же, темы, которые игра поднимает. Темы, которые, вероятно, волнуют авторов сценария, но и то, как именно эти темы поднимаются. Порой прямо в лоб, а иногда затронутый вопрос может быть спрятан за слишком сложными метафорами и аллегориями, но от этого не становится менее интересно их находить и подмечать. Именно это я и пытаюсь делать, играя в сюжетные проекты на своем канале, а затем рассказывать вам о том, что подметил. Я могу быть 1000 раз неправ, но это мое видение. Автор мог закладывать совершенно другое, но я через призму своего собственного опыта мог понять все по-своему. Этот процесс присущ любому виду искусства, а компьютерные игры, как мне кажется, можно отнести к одному из них. Кто согласен, дайте знать лайком и комментарием, а еще можно посмотреть мой ролик на эту тему и про то, какие элементы кинематографа встречаются в играх. Мне правда будет очень приятно увидеть вашу активность, ведь канал у меня небольшой. Я очень надеюсь, что мои видео доставляют вам удовольствие. Жду вас, кстати, и в других моих социальных сетях. К примеру, в Телеграме я писал пост о том, как я отношусь к победе Экспедиции 33 на премии Игра года. Ну и, конечно же, подписывайтесь на мой Бусти, там немножечко личной жизни и закулисья. Что ж, а теперь приятно познакомиться, меня зовут Эд, а это история одной экспедиции. А перед тем, как я дам вам экспозицию сюжета и расскажу, как я воспринимаю все то, что тут происходит, хотел бы вас предупредить о спойлерах, поэтому будьте аккуратны. Итак, Экспедиция 33 моими глазами. Совсем небольшое вступление, а затем перейдем к диванной философии. Что ж, вот нас встречает альтернативная версия Парижа под названием Люмьер, что сразу напомнило мне братьев Люмьер, ставших отцами кинематографа. Тех, кто научился создавать свой мир на холсте с использованием киноаппарата. На параллельность этого мира нам намекает и изогнутая башня Эйфеля, как метафора искажения этого мира. А может быть, речь совсем о другом. В переводе с французского «люмьер» означает «свет», что, возможно, подсказывает нам, что нас ожидает классическое противостояние и показывает, где здесь добро, то есть свет, а где здесь зло, то есть тьма. И с этой самой тьмой мы познакомимся достаточно быстро. Уже в первые минуты нас вводят в курс дела. Загадочный монолит и не менее загадочная художница, которая каждый год рисует новые цифры на монолите, предвещая смерть всем тем, чей возраст достиг этого числа. То есть такие люди буквально растворяются и исчезают из этого мира. Это явление в игре называется гамаш. И вот он, тот самый момент, когда я действительно был готов ловить капли слез на своих щеках, видя, как Софи растворяется в цветочном вальсе. Это сильное начало. Сценаристы знали, на что нужно давить. Один из главных героев теряет свою любовь на наших глазах. И несмотря на то, что мы знакомы с ним всего 10 минут, это заставляет нас проникнуться чувством потери, ведь оно знакомо каждому из нас в его разных проявлениях. Что еще знакомо всем нам? Любовь. То самое чувство, через которое мы готовы ассоциировать себя с кем-то. И вот мы видим, как двое влюбленных ожидают момента, когда один из них исчезнет навсегда. Последние слова героев. I'm here.
И вот улицы Люмьера опустели еще сильнее, а герои снарядились в очередную ежегодную экспедицию, дабы найти и уничтожить художницу. То, как все становится с головы на ноги в этой истории, я расскажу чуточку позже. Сейчас же я обращусь к первой теме, которую поднимает игра. Представим, что случайному жителю города почти 30 лет. На монолите написано число 33. Через год этому человеку будет 31, на монолите будет 32. Еще через год этот человек подойдет к своему финалу, как только художница обновит счетчик. Речь не только про то, что людей уносят гамаш, а про то, что каждый житель города знает день своей смерти. И каждый день люди просыпаются с этим осознанием. Каждый день приближает их к концу. Я думаю, вы уже поняли, что поднимается вопрос о том, каково это — знать свое будущее, знать свой дедлайн. Когда мы подходим к NPC по имени Рафаэль в самом начале игры, он говорит две интересные фразы. Он цитирует слова Люсьена: «Мы уже мертвы, ты просто догоняешь». Интересное выражение «мы уже мертвы» значит, что следующее число на монолите будет их последним. Они уже знают свой день X, а догоняющий тот, кого эта участь постигнет чуточку позже. Также Рафаэль делится мыслями насчет того, что знать свой дедлайн не так уж и плохо. Это вынуждает расставлять приоритеты. Здесь, конечно же, вопрос открытый, и каждый ответит на него по-своему. И прежде чем вы задумаетесь об этом или поспешите ответить, что хотели бы знать день X, я напомню вам, что в контексте игры персонажи знают не только день своего гаммажа, но и день гаммажа своих любимых и близких. Во что превращается жизнь с такими знаниями? Делитесь своими мыслями в комментариях, хотели бы вы обладать такой информацией. Что мне еще показалось интересным, так это речь сестры Густава, Эммы. Экспедиция нужна лишь для поднятия духа, чтобы дать людям надежду и веру, но на деле это бескровная гильотина. Надежда, вера — то, за что цепляются жители, ведь отсутствие надежды и веры натурально означают сиюминутную смерть. Жизнь города будет остановлена. Надежда и вера здесь буквально синоним жизни в контексте жителей Люмьера. Единственное, что им остается — верить. Все как и в нашей с вами жизни. Когда у нас не остается ничего, когда единственное, что волнует, это вопрос жизни или смерти, то мы все обращаемся к вере. Вера в жизнь, вера в исцеление, вера в спасение. Следующее, чем я хотел бы с вами поделиться, так это настоящим профессиональным подходом к переводу и адаптации. В одной из сцен Густав и Люне находят неврона по имени Жбан. И в диалоге они затрагивают художницу. В английском варианте художница Paintress, но Жбан называет ее Paintress, выделяя слово pain — боль. Это можно заметить по английским субтитрам к игре. В русской же адаптации в субтитрах мы видим «худо-жница». «Худо» означает зло или беду. «Жница», что в массовой культуре означает существо, связанное со смертью и сбором душ. Лично я считаю это гениальной адаптацией, которая не исказила и не потеряла оригинального посыла. Окей, это мы немножечко отвлеклись от разбора сюжетных мыслей. Следующая тема, которую я подметил, это вопрос о важности миссии. И вопрос, который затрагивают во многих играх, фильмах и творчестве в целом. Одна жизнь против жизни многих. Густав и Люне натыкаются на послание на дереве с информацией, где находится Маэль. Густав хочет найти свою сестру, ведь после прибытия на остров вся команда попала под удар, и в итоге часть погибла, а другие члены экспедиции потерялись. Поэтому он готов слепо довериться этому посланию. Люне же относится к нему с опаской. Вдруг это ловушка и ссылается на протокол, ведь он был разработан для оптимального результата в любой ситуации. Люне хочет донести Густаву мысль, что их может подстерегать верная смерть, а значит и провал миссии, целью которой является убийство художницы и спасение всех людей. Но в итоге Густав готов рискнуть и пойти за Маэль, ведь протокол не может покрыть все варианты событий, а это послание
единственный путь к сестре. Гюстав готов поставить под удар себя и Люне, миссию и обречь жителей Люмьера на очередной гаммаж ради только одной возможности найти сестру. Уверен, такой мотив вы встречали не единожды, читая литературу или просматривая кино. Но так или иначе, этот вопрос всегда остается открытым. Пожертвуете ли вы жизнью одного ради жизни многих? А если этот один ваш близкий человек? А сейчас перенесемся к самому финалу, и я поделюсь тем, как я понял концовку, как я ее почувствовал, и расскажу, как она переворачивает все, что я знал об этом мире. Уточню, что ниже не разбор сюжета с детальным пояснением лора. Чего-то я сам мог не понять или понять неправильно. Обязательно пишите об этом в комментариях. Итак, сперва я упомяну персонажей, о которых почти не сказал. Маэль – член экспедиции и названная сестра Гюстава. Версо становится членом экспедиции и помогает команде победить художницу. Ренуар – тот самый загадочный тип, который пытается остановить экспедицию, и он же убил многих ее участников в начале игры. И теперь начинается самое интересное. Весь этот мир, в котором мы сражались с существами, со злом, пытались найти и убить художницу во имя спасения людей, не настоящий. Этот мир — параллельная вселенная, мир, находящийся внутри картины. Вся история начинается с 7 художников Десандер и трагедии, а именно пожара в доме, которая уносит жизнь сына по имени Версо, спасшего сестру Алисию, но у той на всю жизнь останется напоминание в виде ожога на лице. Убитая горем мать Алина не может справиться с тяжестью судьбы и погружается в картину, созданную своим сыном еще в детстве. Этот холст содержит частичку автора, то есть Версо. Так Алина может быть вместе с сыном. Таким образом, она рисует, по сути, воссоздает на холсте всю семью, и именно она является художницей. Ренуар, отец семьи, не готов мириться с тем, что его жена с головой уходит в выдуманный мир. И именно он, внимание, именно он создает гаммаж. Это просто взрывает мой мозг и рушит все мое понимание этого мира. И это невероятно здорово. Те числа, что рисовала из года в год художница Алина на монолите, были предупреждением. Также вытащить мать из холста хотят и сестры Алисия и Клея. Алисия пытается войти в холст, но сталкивается с хромой Алины, и в итоге она перерождается в мире картины как Маэль, дочь нарисованных жителей Люмьера. И это сыграет важную роль в дальнейшем. Нарисованный Ренуар защищает художницу, чтобы она продолжала поддерживать жизнь их нарисованной семьи, ведь пока она рисует, они живут. Нарисованный Версо, который присоединяется к экспедиции, не согласен с этим. Он не хочет жить вечно, поэтому и хочет помочь победить художницу. И это поднимает еще одну тему. Вечная жизнь. Бесконечность в контексте жизни – это полная свобода, или же ты узник в клетке времени? Бессмертие – это иллюзия счастливой жизни? Хотели бы вы обладать такой способностью? А если бессмертны лишь вы, а для остальных течение времени остается прежним? Вся ваша жизнь в таком случае – это череда скорби по близким людям. С другой же стороны, это безграничные возможности познания этого мира, но стоят ли эти знания таких жертв? Теперь вернемся к Маэль и самому неоднозначному моменту. Когда экспедиция доходит до художницы, Маэль вспоминает, что Алисия — это она. К ней начинает возвращаться память, и таким образом внутри нее сплетаются два сознания. Первое — это Алисия, настоящая Алисия с памятью о том, что произошло. А второе — Маэль, которая родилась в этом мире, и для нее весь этот мир и ее жители настоящие и не являются фальшивкой. Она говорит это прямым текстом в конце игры в диалоге с нарисованным Версо. Таким образом, нарисованный Версо для нее — это ее брат, настоящий воплоти, как и весь этот мир. Она хочет остаться жить в холсте, тем более нужды стирать холст после того, как Алина вернулась в реальный мир, нет. Чуть позже из откровения Маэль мы узнаем, что та жизнь с ожогом на лице и без голоса не жизнь, а существование, а в нарисованном мире она может снова ощутить вкус жизни. Думаю, что именно это и является центральной причиной и движущей силой персонажа. Также Маэль уверена, что она не потеряется здесь как мама, а папа любит свою дочь, поэтому уступит ей и поможет
может восстановить город. Тем более, это единственный холст Версо и последнее физическое напоминание о нем. Но все оказалось не так. Ренуар хочет уничтожить холст навсегда, чтобы у Алины не было никаких соблазнов вернуться. Так и зарождается спор между отцом и дочерью. Здесь я хочу отметить употребление такого слова, как «потеряться» в русской версии. Позже и Ренуар использует «потерялся» в холсте, но на английском это звучит как «lost myself» — «потерять себя», то есть не буквально заблудиться, как в лабиринте, а перестать понимать, кто ты, путать реальность и вымысел. Раскрывается это чуть глубже в диалоге с Маэль, когда Ренуар произносит: «Я знаю, как это чувство может быть сильным и пьянящим, как мы привязываемся к миру, в который вложили частичку себя». И вот здесь еще одна важная тема, конечно же, отцы и дети. Данный мотив актуален во все времена. Отец из любви к своей дочери, к своей семье, хочет как лучше. Он знает, что Холст сделал с его женой, ведь время, проведенное здесь, имеет цену, и не хочет повторения с Алисией. Но дочь воспринимает это как непонимание и акт некого зла. Она уверена в своей правоте, убеждена, что для отца важен лишь контроль, ощущение, что он делает что-то важное. Она использует аргументы, что уничтожение холста не спасет семью, а лишь отнимет у них место, где им было хорошо. И что чувство, которое движет Ренуаром, а именно страх потери, это то же самое, что чувствует и Маэль по отношению к холсту и нарисованным людям. И вот сейчас мы подступаем к финальной части моего рассказа, где я поведаю вам то, как я понял основную мысль. Чуть позже, в самом финале, Версо говорит Маэль фразу, которую нельзя пропустить: «Смотри на вещи, как они есть, а не какими тебе хотелось бы их видеть». И эта фраза описывает центральную тему, основной лейтмотив — сладкая ложь или горькая правда. Ведь некоторые люди хотят быть обмануты, как и здесь. Алисия и Алина прекрасно понимают, что этот мир не настоящий, но именно здесь они чувствуют себя живыми. Сладкая ложь. И что еще я не могу упустить? Тема, как по мне, вытекающая из вышесказанного. Вопрос о праве выбора. Этический вопрос, который волнует весь мир долгие годы, затрагивающий ценность жизни и человеческие муки и страдания. Эвтаназия. Я вижу холст как метафору эвтаназии. Акт милосердия, который позволяет жить счастливой и полной жизнью в вымышленном мире, убивающей себя настоящих. Спасение от реальных мук. Или же это скользкая дорожка, что размывает грань между настоящей жизнью и заключением в фальшивую, где происходит медленное истощение. Дорогие друзья, эта игра, как и любой артефакт искусства, может нравиться или не нравиться. Каждый понимает игру и основную ее мысль по-своему. Кто-то подмечает те или иные детали, а кто-то игнорирует, ведь у каждого свой собственный опыт, пройденный путь и восприятие этого мира. Я буду очень рад, если мои размышления понравились вам, ну или даже совпали с вашими личными. И я также буду рад всем остальным, кто со мной не согласен, ведь это абсолютно нормально. В любом случае, я жду вашей обратной связи после просмотра, я читаю и отвечаю на все комментарии. Ну и, конечно, я жду тех, кому понравился мой контент в своих социальных сетях, дабы пообщаться. А на этом у меня все. Встретимся в других видео. Всем чао.